Всем привет! Сегодня я хочу ответить на вопрос и предостеречь начинающих пчеловодов относительно подсиливания слабых семей рамками расплода от сильных осенью. А почему это больше негативно, чем позитивно? Ситуация следующая. Слабая семья, по каким-то причинам, она там, наверное, посыпалась, скорее всего, от клеща, может быть, были какие-то другие проблемы, но у вас там осталось, может быть, 2-3 рамки пчел. Там сидит дорогая матка, и вы не хотите сокращать ее как единицу, вы хотите, чтобы она осталась и перезимовала, потому что купили дорогую матку, хочется сохранить семью. И единственный приемлемый вариант для вас – это обязательно оставить матку, добавить от других семей пчел, чтобы она перезимовала. Способов, как перезимовать слабой семье на 3 рамках, очень много. Я показывал их и приведу их ниже в описании. Посмотрите, там я и 2-м этажом ставил улей со слабой семьей на сильную, чтобы сильная грела слабую и так далее. То есть много различных нюансов. И пополнял я также пчелами слабую семью через изолятор, то есть методов море. Но на сегодняшний день я хочу ответить именно по поводу рамок с расплодом. Этот метод очень распространен, и многие его применяют. Я так тоже делал и заметил недостатки. Какие же недостатки? Смотрите, какая ситуация. В слабую семью 2-3 рамки мы берем от сильной семьи печатный расплод. Подставляем его туда, обеспечиваем ему там центральное положение, чтобы его пчелки грели, чтобы он вышел нормально. Думаем, ну все, класс, у нас расплод вышел, и целая рамка пчел добавилась, а то даже там и 1,5, и 2, если полностью засеяна, это ж какая масса пчел и так далее. Но тут есть один нюанс. Сильная семья, во-первых, она ослабевает относительно молодой пчелы, там будет меньше на эту рамку пчелы, плюс сильная семья выкормила эту рамку, она затратила свои энергоресурсы, какие-то пчелы выкормили, и мы исключительно забираем полностью молодых пчелок, которые бы в сильной семье тоже, разбавив общую массу, пригодились бы. Но есть такие, кстати, сильные семьи, которым по барабану. Я от одной, когда-то был у меня вот прошлый год, я забирал оттуда 4 рамки расплода осенью и еще 4 весной, и все равно там расплод был и был. Но это исключение из правил, это матка-рекордистка. А какой же недостаток для слабой семьи? Дело в том, что те пчелы молодые, которые вы забираете из сильной семьи, 100% там весь оставшийся клещ, которого вы не добили за уже начало осенних обработок, он весь там. Соответственно, семья получит большую дозу клеща. Его там в любом случае какое-то количество останется в зиму. Соответственно, она все равно не очень большая. Маленькую семью нельзя расширять сразу 2 печатными рамками расплода, потому что он будет недогретый и может быть больным. Поэтому получается такая ситуация, что если и подсиливать печатным расплодом, то где-то в августе, конце августа, не позже. В сентябре уже я не рекомендую таким способом подсиливать слабые семьи. Вы переносите туда клеща, плюс вы не знаете, от чего реально она просела. Семья может быть больна различными вирусными заболеваниями на фоне заклещенности сильной. И все эти пчелы продолжают отходить. И у вас все, что остается на зимовку, это вот как раз та 1 рамка, 2 печатного расплода, которые вы туда подкинули, тем самым ослабив реально на молодую пчелу сильную семью. Что я рекомендую? Вы смотрите, реально ли перезимует вообще эта семья, то есть если там что подсиливать. Может быть, они осыпятся до жменьки, и уже нужно думать о том, как эту матку сохранить в каком-то банке маток, или просто разделить сильную семью на 2 части и туда матку пересадить. То есть, во-первых, вы наблюдаете за семьей, делаете ей профилактику, лечение различными там способами, обработку. Если остается пару рамок пчел, то, конечно, такую семью можно спасти. Дожидаетесь холодов. Я вот уже этот способ показывал неоднократно. На него также оставляю ссылочку. Вы берете от сильных семей рамку за заставной, с медом она уже, не надо этим пчелам ничего перерабатывать, ни в коем случае слабую семью не кормим сиропом. Вы берете рамку с медом и набитую пчелой, крайнюю, где точно нет матки, ну так глянули, конечно, что ее там нет, температура от 0 до +5, и подставляете к этим 2 рамкам, которые там еле-еле собрались в клуб. И с другой сильной семьи точно так же еще одну. И у вас уже 4 рамки обсиженных, они там немножечко перемешаются через верхний проход, создадут общий клуб. И
будут прекрасно зимовать. Таким образом вы можете туда и 3 рамки подставить по такой температуре от 0 до плюс 5 градусов, когда пчелы уже не чувствуют феромона, когда уже облеты закончились, это где-то конец октября, ноябрь месяц, пчелы не вылетают и они прекрасно объединяются, не повредив матку в вашей слабенькой семье. И сильную семью вы ослабляете на суммарное количество пчел вперемешку, и летных, и молодых, и таким образом подсиливаете слабенькую семью. Это самый лучший способ, потому что перекидывать расплод в сентябре плохо и для сильной, и для слабой семьи. Спасибо за внимание, всем пока.